Ищете, как справиться с жарой этим летом? У меня для вас есть сразу 20 способов и лайфхаков, как бороться с жарой без кондиционера. В этом видео, конечно, будет парочка банальных способов, но в основном неочевидные и суперэффективные. Еще будем развенчивать популярные мифы, которые совсем не помогают бороться с жарой, а делают только хуже. Без бабушкиных советов, все по науке. Досматривайте это видео до конца, чтобы не пропустить ничего важного. Меня зовут Юра Опарин, и последний год я живу в Ереване. Летом температура здесь поднимается до 35-40 градусов, и за последний год я стал практически экспертом в борьбе с ней. Сейчас я расскажу вам не только способы справиться с жарой, но и то, как они работают с научной точки зрения. Будет интересно? Поехали! Солнце – это главный источник жары в вашей квартире, и первое же, что нужно сделать, это помешать его лучам попадать внутрь и нагревать в ней все. Смотрите, Солнце передает нам свою энергию с помощью излучения. Когда солнечные лучи попадают на предметы, они взаимодействуют с атомами в его веществе, заставляя их быстрее колебаться, тем самым нагревая предмет, который в свою очередь сам начинает излучать тепло и нагревать другие предметы вокруг него. Самый простой способ помешать Солнцу – это зашторить окна. Но нам подойдут не любые шторы, нам нужны только светлые. Темные шторы будут поглощать практически всю солнечную энергию и отдавать ее в квартиру в виде тепла. А светлые практически всю энергию Солнца будут отражать назад на улицу, сохраняя помещение прохладным. Полупрозрачная белая тюль справится с охлаждением лучше, чем самые плотные коричневые блэкаут-шторы. Пусть тюль отразит не все солнечные лучи, но зато и не поглотит лишнего тепла. Поэтому, если у вас темные шторы, то попробуйте заменить их на более светлые. И вот еще, если ваши окна выходят на восток или на юг, то окна лучше занавешивать еще с вечера. Солнце встает раньше вас, и до момента, когда вы проснетесь, оно уже успеет нагреть вашу квартиру. Не хотите сидеть весь день в сумерках как сыч? Тогда попробуйте наклеить на окна атермальную пленку. Ее можно заказать в интернете и самостоятельно наклеить по инструкции. Атермальная пленка отражает самое жаркое солнечное излучение, инфракрасное, и самое опасное и вредное ультрафиолетовое. Но при этом не затрагивает практически видимый нам спектр, поэтому остается почти прозрачной. С такой пленкой в квартире будет и светло, и прохладно. Для сравнения, у меня напротив окна без пленки за 5 минут термометр нагрелся до 37,5 градусов. А там, где пленка была, до 29,8. Разница почти 8 градусов. Только, пожалуйста, не клейте на окна обычные тонировки, как на автомобиле, которые просто затемняют окно, но не имеют атермального эффекта. С такой тонировкой окно просто превратится в огромный обогреватель и будет раскалять вашу квартиру. Вам это точно не нужно. Следующий ваш злейший враг после солнечного излучения – это влажный воздух. И вот почему. Обычно наш организм для снижения температуры выделяет лишнее тепло с помощью излучения. Но когда температура окружающего воздуха становится близкой к температуре нашего тела, этот процесс начинает не очень хорошо работать. Наш организм начинает выделять пот. Но как? Почему пот охлаждает? Когда пот испаряется с поверхности нашего тела, он забирает с собой часть нашего тепла. Для испарения молекулам воды нужно оторваться от притяжения других таких же молекул. Для этого им нужна тепловая энергия, которую они и берут у нашего тела, снижая его температуру. Эффективность этого процесса очень сильно зависит от влажности окружающего воздуха. Чем влажность ниже, тем быстрее происходит испарение и отвод тепла. В очень влажной среде пот может вообще не испаряться, а следовательно и не забирать у нас лишнюю температуру. Поэтому плюс 30 в жарких влажных тропиках переносится гораздо хуже, чем плюс 40 в сухой пустыне. Если становится одновременно и тепло, и влажно, то начинаются уже полные страдания. Вот почему разбрызгивать воду, мыть полы или вешать мокрое полотенце на окно по бабушкиным советам не очень хорошая идея. Мы повышаем влажность в квартире, когда потеем, дышим, готовим, моемся или сушим белье. А влажность сама по себе не снижается, нам надо с ней что-то делать. Самый эффективный способ снизить влагу
это использовать бытовые осушители. Они работают как увлажнители, только наоборот. Засасывают влагу из воздуха и складывают ее в контейнер. Самые простые осушители стоят около 4000, более крутые и мощные могут доходить и до 30. Дешевле кондиционер купить, да? Есть способ борьбы с влажностью и подешевле. Это поглотители влаги, вот такие штуки. Они очень популярны во влажных азиатских странах. Они работают, конечно, не так эффективно, как осушитель воздуха, но если раскидать несколько таких по квартире, то за пару дней они могут снизить влажность на 10-20%, что уже очень ощутимо. Ставьте лайк за основательный и полезный разбор и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать видео про создание комфорта и уюта. А мы продолжаем. Иногда, чтобы снизить влажность в помещении и температуру, будет достаточно просто проветрить квартиру. Только убедитесь, что в момент проветривания температура и влажность снаружи ниже, чем в квартире. Идеальное время для проветривания – это раннее утро и вечер после заката. В жаркие дневные часы окна лучше держать закрытыми. Чтобы квартира быстрее проветрилась, откройте окна в противоположных ее частях. Так вы, основываясь на разнице в давлении, создадите пронизывающий поток воздуха через всю квартиру или по-простому сквозняк. Если все окна у вас выходят на одну сторону и сквозняк никак не получается создать, можете на пару минут открыть одновременно и окна, и дверь в подъезд. Воздух в подъезде обычно прохладнее, чем в квартире, а открытая дверь даст хорошую тягу, которая может очень быстро проветрить квартиру. Важно контролировать не только потоки воздуха с улицы, но и те, что происходит прямо внутри квартиры. Если какая-то ваша комната выходит на солнечную сторону, а другая остается в тени, то теневая будет прохладнее. Но воздух из двух комнат рано или поздно смешается и станет какой-то средней температуры, скорее всего, все равно высокой. Используя всего пару приемов, вы можете сделать свое пребывание в квартире в жару более комфортным, вообще не используя никаких приемов для охлаждения, а просто управляя теплообменом внутри квартиры. Если вы большую часть времени находитесь в прохладной комнате, то закройте дверь в теплую. Так воздух из теплой не будет нагревать прохладную комнату. Если находиться в жаркой комнате, то дверь в прохладную лучше открыть, она будет немного охлаждать ее. Если вы уходите на день из квартиры, то жаркие комнаты тоже лучше изолировать и отдельно проветривать их после возвращения. Чувствуете, куда ветер дует? Вентилятор – это, наверное, самый лучший способ для борьбы с жарой после кондиционера. В отличие от кондиционера, вентилятор не охлаждает воздух, а просто гоняет по комнате тот же самый. Но он все равно поможет вам охладиться. И вот почему. Когда вам жарко, теплый влажный воздух, исходящий от вашего тела, образует вокруг вас пузырь, который работает как теплоизоляция. Вентилятор сдувает этот пузырь, замещая его более прохладным и сухим воздухом, который способен впитать больше тепла и влаги от вашего тела. Еще мы с этим воздухом вступаем в теплообмен, передавая ему температуру от более теплого нашего тела к более прохладному воздуху. Поэтому мы чувствуем прохладу на ветру. Чтобы усилить этот эффект, помогите воздуху лучше циркулировать вокруг вашего тела и отводить от него лишнее тепло и влагу. Для этого надевайте такую одежду, которая будет способствовать охлаждению, а не перегреву тела. Идеальная одежда для жары должна быть свободной, чтобы между ней и телом оставалось пустое пространство, из тонких тканей, которые могут пропускать через себя воздух, и с широким воротом, через который теплый воздух может подниматься наверх. Вот такая оверсайз футболка из плотной ткани и с узким воротом для жары не подойдет вообще. В спальне тоже нужно кое-что сделать. Когда вы спите, нужно оставить как можно меньше слоев, которые отделяют вас от окружающего воздуха. Даже тонкое одеяло лучше убрать и спать под пустым пододеяльником. А постельное белье лучше заменить на легкое и из натуральных тканей вроде хлопка или льна. И не потому, что синтетика зло, а из-за гигроскопичности, способности впитывать лишнюю влагу из воздуха. Синтетические ткани будут запирать теплый влажный воздух внутри, создавая подобие теплицы. А натуральные смогут пропускать его сквозь себя и отводить от вашего тела. С ними спать будет гораздо комфортнее и прохладнее.
и засыпать будет легче. Благодаря конвекции теплый воздух в вашей квартире поднимается наверх, а прохладный опускается вниз. Из-за этого пол у вас в квартире всегда остается прохладным. Используйте это, чтобы охладиться самим. На жаркое время уберите ковры и снимите тапки, чтобы не оставалось никаких препятствий, которые изолируют вас от прохладного пола и мешают оттоку тепла через ноги. Когда вы ходите, ваши ноги касаются прохладного пола и отдают ему лишнюю температуру. Кровь, проходя через прохладные сосуды в стопах, охлаждается и, проходя через другие органы, охлаждает уже их. И вы начинаете себя гораздо лучше чувствовать. Для охлаждения мы используем влагу из своего тела и очень быстро обезвоживаемся. В жару мы можем терять с потом и выдыхаемым воздухом 1,5 литра воды, и нам нужно их восполнять. Лучший способ – это пить прохладную воду или легкие напитки, вроде соков или лимонадов. А вот горячий чай не окажет заметного эффекта для охлаждения, даже наоборот. Пишите в комментариях свои версии, почему это так работает, а я потом отмечу комментарии с правильными ответами. Итак, мы уже узнали, как помешать солнцу и горячему воздуху с улицы нагревать квартиру, как охлаждать свое тело и сделать этот процесс эффективнее. Но мы можем еще и сами создавать много лишнего тепла внутри квартиры, просто пользуясь бытовой техникой. Сильнее всего пространство нагревает кухонная техника – плита, духовка и чайник. И это, в общем-то, понятно, они и созданы для того, чтобы создавать высокую температуру. Если вам нужно что-то приготовить, то попробуйте воспользоваться микроволновкой или мультиваркой, которые выделяют гораздо меньше лишнего тепла. Так или иначе, тепло при использовании выделяет вообще вся техника, не только кухонная. Утюги, фены и плойки тоже предсказуемо сильно греют воздух. Но есть и неочевидные предметы, которые выделяют гораздо больше тепла, чем от них ожидаешь. Топ-3 таких предмета – это телевизор, пылесос и компьютер-гробик. Например, за время просмотра двухчасового фильма телевизор выделяет примерно столько же тепла, как и фен за 15 минут работы. Если сильно упростить, то чем мощнее техника, тем сильнее она нагревает воздух. Поэтому советую поаккуратнее пользоваться мощной техникой в жару. Вы можете нагревать помещение не только пользуясь мощной бытовой техникой, но и просто включая свет. Одна вот такая лампочка может поднять температуру в комнате на 1-2 градуса. Дело в том, что у классических ламп накаливания только 5% потребляемой энергии превращается в свет. Остальные 95% идут на нагрев. По сути, это такой маленький светящийся обогреватель, который излучает свет благодаря нагреву металлической нити внутри до очень высокой температуры, при которой она начинает светиться, как железо в сталелитейных цехах. Но если мы возьмем вот такую светодиодную лампочку, то у нее в свет преобразуется 80% энергии, а на тепло остается только 20%. Поэтому, чтобы светиться с одинаковой яркостью, лампе накаливания нужно 60 Вт, а светодиодной всего 12. Поэтому для спасения от жары замените свои старые лампы накаливания на энергосберегающие светодиодные. С ними в комнате станет прохладнее, а вы немного сэкономите на счетах за электричество. Мы так увлеклись борьбой с источниками тепла, что кое о чем забыли. Что источником тепла можем быть мы сами, когда занимаемся физической активностью. Наши мышцы выделяют довольно много тепла, поэтому, занимаясь спортом, мы потеем. В жару лучше минимизировать занятия спортом и вообще любую физическую активность, для того, чтобы не усугублять перегрев нашего тела. Работа по дому – это тоже физическая активность, которая поднимает температуру нашего тела. А вспомните еще про пылесос и про влагу. Поэтому официально разрешаю вам не убираться, пока не похолодает. Кроме занятий спорта и физической работы, мы можем перегреваться еще и от стресса. Когда мы переживаем, мы ходим из угла в угол, дергаем ногами или ворочаемся в кровати. Это все тоже приводит к работе наших мышц и перегреву. Поэтому неожиданным способом для борьбы с жарой могут стать медитация и успокаивающие штуки вроде глубокого дыхания, чтения книги или прослушивания музыки. Чем более спокойными и расслабленными вы будете, тем вам будет прохладнее. Еще отлично работают заставки для телефона и компьютера с природными видами, вроде гор, речек, лесов или дождя.
Их же можно включать и на телевизоре. На YouTube есть куча каналов с многочасовыми роликами, которые можно включать фоном. Если ваш телевизор не поддерживает воспроизведение с YouTube, можете скачать их на компьютер и включать на телевизоре с флешки. Они не только помогают успокоиться, но и обманывают наш мозг. Посмотрите на эти две картинки. На какой из них изображено более жаркое место? Опираясь на цвет и то, что изображено, наш мозг может воспринимать окружающую обстановку как более жаркую или более прохладную. Эта способность в нем сформировалась тысячелетиями наблюдений за горячим обжигающим песком бежевого цвета, красным пламенем, изумрудной зеленью или голубоватым льдом. Эта особенность нашего мозга может как помочь переносить жару, так и усугубить ее. Если ваша квартира наполнена теплыми оттенками, то переносить жару в ней будет психологически сложнее. Попробуйте заменить теплые оттенки вроде бежевого, красного, оливкового или коричневого на более прохладные голубой, изумрудно-зеленый, белый или серый. Еще можете добавить в квартиру цветы и другие растения. Они тоже помогают создавать атмосферу прохлады и свежести. Все это обманет наш мозг и поможет ему воспринимать окружающее пространство как более прохладное и свежее. Это станет отличным подспорьем другим способам для охлаждения, про которые мы сегодня поговорили. Сейчас на экране вы видите все 20 способов для охлаждения, которые были в этом видео. Делайте скриншот, чтобы не забыть или отправить знакомым. Какой способ будете пробовать первым? И не забудьте поставить лайк, если нашли в этом видео полезное и интересное для себя. Можете посмотреть еще вот этот ролик, он тоже классный. Прохлады вам и до скорого!